Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это второй выпуск шоу «Хватай игру». Я подготовил несколько крутых игр. Ну как крутых? Я думаю, что крутых, но в конечном итоге решать, конечно же, только вам. Прошедшую неделю я очень сильно увлекался Virtual Boy, изучал его библиотеку и играл на эмуляторе Red Viper для Nintendo 3DS. И, надо сказать, нашел пару интересных экземпляров. Сейчас мы посмотрим примитивный 3D-шутер. Сюжет его в том, что мы должны в роли некоего детектива сбежать из особняка, кишащего всякой нечистью. Игра очень фривольно основана на книге «Тень над Инсмутом» господина Лавкрафта. И называется она «Инсмус но Яката». В принципе, играть можно и без 3D, но я в нем долго разбирался, потому что не совсем было понятно, как в него играть. Вот он особняк, ну, Resident Evil на минималках. Один крестик управления мы ходим, на второй крестик управления мы управляем прицелом. И нужно, короче, шарашиться по лабиринту, искать призы, найти ключ и выйти. Ну, естественно, будут монстры. Вот он открывается. Но самая жопа в том, что патронов прям нереально мало. Ну, конечно, когда в 3D это получше выглядит, на каждый уровень здесь имеется пароль. Итак, вот он. Вот он, раз, монстр. Теперь надо просто выход найти. Двигаться очень быстро надо. Все, я прошел. О, все, записывайте пароль. Вот, зашел, резко вышел, все. Рекомендуют от монстров уворачиваться, потому что на них слишком много патронов тратится. И вот это все надо пройти, вот эту ветку. Реиграбельность невероятная. Надо искать, знаете что, черный шарик и белый шарик. Ах ты гад! Сейчас я вижу, где выход. Отлично, идем назад. Черный шарик берем, он показывает нам, где выход. Белый шарик показывает карту уровня со всеми призами. Ну, естественно, в каждой комнате надо искать все по новой. Игра очень архаичная, но, блин, есть какое-то в ней интересное. Монстры возрождаются. Так, ключ нашел. Ага, сейчас бежим вверх, берем ключ и уходим. Нет! Давай, мочи. Есть. Слушайте, я так далеко еще не заходил. Это вообще напряженная игра, и я просто представляю, как в нее играть в очках. Ты же погружаешься. Это страшно. Страшно интересно, я бы так сказал. С развилками я не совсем разобрался. Прямо давай. Или вот сюда. Опа, приятель. Нифига рожа у него. Ах ты ж. Когда с картой, то, конечно, легче ориентироваться. Нифига я разошелся. Крайне крутая игра. Так, назад, берем ключ и возвращаемся. Ха-ха, лафа. А, вот он ключ. Вообще по красоте прошел. Вы знаете, чем мне нравятся пароли? Скажем, на компьютере проходишь, пароль записал, пошел там на портативочку. Пароль написал, и на портативочке продолжаешь играть. Кросс-платформенность легкая появляется. Ах ты гад, блин, зажал. О, прям в торресте. Прикол в том, что здесь призы, они в рандомном порядке все время появляются. То есть ты проходишь уровни одни и те же, но сами призы спрятаны. Вообще угар, там вообще отвал башки. Когда вот с игрой разберешься, то легко проходится. Когда первый раз запускаешь, вообще непонятно, что делать. Быстро убивают, а так вот постепенно играешь. Ух ты, нифига я хапнул. Ой, извини. Извини, дорогой. Ой, откройте. Эй, придурок, я сзади тебя обошел. Ой, я пошутил, парень. Иди отсюда. Ой, извини, дорогой. А где выход? Просто вниз бежим. Побежали. Давай. Ох, игрушка. Вообще кайфовая, вообще кайф. Все. Ё-моё, ребят. О, осталось 1, 2, 3, 4. Это вам не Resident Evil 9. А где выход? О! Нате прям в рот. Черт. Так, отлично. Сейчас вот сюда пойдем. Все, вы меня прям зацепили, ребята. Ух ты. Это он стенку пробил. К чертовой бабушке. Ах ты ж. Давай. Ой, проскочили. Все, пошел ты. Кайфулечка просто. Кайфулечка, а не игра. Ну, это не серьезно. Ладно, давайте на этом закончим, потом сам добью.
Следующая игра у нас тоже на Virtual Boy, и на этот раз это будет трехмерный шутэмап, где мы должны победить армию злого искусственного интеллекта под названием Хаос. Очень актуально в наше время. Называется игра Red Alarm или Красная тревога. Графика, к сожалению, каркасная, потому что Virtual Boy полноценные 3D полигоны не тянет. Ну, тоже, опять-таки, я немножко поиграл, поразбирался. Здесь управление такое, что один стик ты поворачиваешься, второй стик у тебя как бы дэши, рывки. Влево, вправо, вверх, вниз. Ну и, соответственно, стреляем, ускоряемся и затормаживаем. Я бы даже назвал это Star Fox для Super Nintendo с каркасной графикой. Ну, а снова просто летим и стреляем. Надо зайти в опции и нажимаем кнопки. Вверх-вниз перепутаны, меняем, и сейчас вверх-вниз нормально работает. Вот, это самое главное. Я стики перенастроил. Таким образом, я буду как на современных шутерах камерой на правый стик, дэшить на левый стик. Все, погнали, погнали, погнали. Здесь, можно сказать, такая самонаводка в основном. Вот я лечу. Вообще игра прикольная, особенно когда ты играешь в 3D. Так, стопэ. Если вы не поняли, это приз. Так, и что нам дали? Получил 300 бонусов. Но это нам не очень пригодится. Здесь же боссы есть. Интересно нарисованные. Но, блин, чертовски сложная игра. Я первого босса попытки с третьей победил. Второго босса так и не смог победить. Приз пропустили. Ага. В общем, я в нее играл сегодня через Google Cardboard на телефоне. Подключил геймпад. Погружение, конечно, получше, когда ты играешь в полном 3D. Ну или на 3DS можно играть, тоже прикольно. А так, в принципе, игра прикольная, но, черт возьми, очень сложная. Еще меня поразило, что здесь во втором уровне они даже смогли сделать водопады. Вот такой графики водопады, там какие-то рыбки плавают. Выжили максимум из этой игры. Прикольно. В 3D интереснее посмотреть на это. Первый босс. Поближе подлетим. Давай, 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 давай. Хотя бы этого завалить. Тут еще будет босс-робот. Все, погнали, погнали, пока нас не убили. Короче, офигенная игра, но, к сожалению, вот такая архаичная. Но что-то в ней есть, какой-то определенный шарм. Изучаю библиотеку Virtual Boy. Ну, до того прикольно. Все, прошли первый уровень. Первую половину уровня прошли. Летим дальше. Босс уже прям серьезный. Вот здесь очень сложно с боссом драться. То есть поначалу игра вроде бы не выглядит какой-то сложной, но потом как босс появляется, все прям офигеваешь. Ну-ка, вверх, 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 уходим. Где он? Уходим, уходим. Иди сюда, гад. Может, ты уже, парень, откинешься, а? За мной ракета гонится, помогите. Еще не понимаю, что происходит, помогите. Черт, мало топлива. Возможно, на легком режиме будет попроще немножко. Идея прикольная. Все, я его победил. Нифига себе. С первой попытки. Stage clear. Yeah. Я согласен, фантастика. Ну что, идем дальше. А теперь давайте немножко отдохнем от всего этого экшена и обратимся к пазлу от известного инженера Nintendo Gunpei Yokoi. Игра на WonderSwan Color. Это был такой портативный конкурент у цветного геймбоя. И называется игра в честь самого создателя Gunpei X. Давайте смотреть. Вертикальная игра. Потому что WonderSwan славился тем, что можно было поворачивать вертикально, горизонтально. И вот эта данная игра как раз рассчитана на вертикальное соотношение сторон. Как будто бы, кстати говоря, на телефончике играешь, да? Крутой пазл, как говорится. Графика минимальная, потому что Gunpei Yokoi говорил, что графика не важна, игровой процесс важен, поэтому он не любил графон. Хотя, конечно, надо признать, что зря. Ну давайте, Gunpei X, WonderSwan. Короче, в чем смысл? Идут линии, которые мы меняем так местами. И нам нужно из этих линий построить мостик с одной стороны экрана на другой. Вот так. И так мы зарабатываем очки. Самый наиболее простецкий геймплей. Просто линии едут вверх, если ты не успеваешь, то ты проиграл. Ну, также можно мудрить такие более сложные конструкции, типа веточки, строить, что позволяет больше очков зарабатывать.
Вот так. Я бы не сказал, что это слишком гениально, но, наверное, как залипалка по типу Тетриса неплохо. Но как-то я вот поиграл, графика весьма сомнительная. Ну, как-то бедненько выглядит. Но не всегда удается завернуть. Что-то мне кажется, сейчас я буду это огребать, да? Ну-ка, давайте. А тут как мне пройти? А тут никак. А, вот так. О чем это я? Ха-ха-ха. Очевидно, будет как в Тетрисе, повышение скорости. Ну и немножко надо адаптироваться к геймплею. Не всегда соображаешь, как повернуть. Надо немножко привыкнуть. Вот у меня начинаются проблемы, да? Попробуем выкрутиться. Так, ага. Вот так, вот так, вот так. А мне не хватает деталек. Блин, проклятие. Все, меня зажали. Все, я не могу. Черт подери. А, вот она. Все, проиграл. По-моему, последняя игра Gunpei Yokoi. Мне кажется, на любителя. Говорят, что там в Японии все в нее играли, но как-то так. С пазлами покончили. Далее у нас еще одна игра на WonderSwan, но на этот раз черно-белая. И называется она Clono Moonlight Museum. Главный герой похож на антропоморфного кролика, который исследует миры снов. Это платформер с довольно-таки интересной механикой. Клоноа, welcome. Я так понял, что этот чувак, главный герой, уснул, и ему там что-то приснилось, и он, в общем, во сне начал гулять, как Little Nemo. Когда спишь, приходит темная ночь. Это, кстати говоря, игра японская, а я скачал перевод на английский полноценный. Возможно, даже есть на русский перевод, не знаю. Vision 1. Короче, вот он наш главный герой, он умеет бегать, прыгать. Можно это поменять управление, что очень удобно. То есть у нас прыжок и удар, ну как на Денди. И вот так мы берем врага, хватаем, и с помощью него вот совершаем двойной прыжок. В принципе, весьма прикольная такая тактика. Ну и бросаемся тоже. По графоне выглядит круто. Ну, конечно, черно-бело. Вот так, бах, запрыгиваем на высоту. На мой взгляд, механика такая оригинальная. Есть смысл в это поиграть. Жаль, только я не совсем понимаю, кто такой главный герой. Надо собрать 3 звезды, чтобы покинуть уровень. По-моему, это какой-то персонаж Сеги. Или мне кажется, потому что он на Соника немножко похож. Ну и насколько я понимаю, здесь много секретов. Вообще прикольная игра. То есть управление четкое прям. Бежишь, прыгаешь. Так что если вы хотели поиграть в WonderSwan, то пожалуйста. Надеюсь, конечно, эта игра к последнему уровню не станет очень сложной. Все, мы нашли последнюю звезду и теперь имеем право закончить уровень. Жалко, что эмулятор WonderSwan не обладает набором палитр встроенных, как эмулятор Game Boy. Играть приходится только в таком монохромном режиме. Видение первое пройдено. Даже какие-то спецэффекты. Видение второе. Бежим дальше. Но главное, что враги бесконечные, что дает возможность пользоваться, так сказать, их услугами и не париться. Так, когда увидишь ключ, а именно который подходит больше всего, да? Я так понимаю, вот этот ключ подойдет вот к этой двери, да? Платформер с элементами пазла. Ага, а это выход. Ага, о, ничего себе. То есть одним ключом несколько дверей открываем. Он еще умеет немножко парить, как Йоши в одноименной игре. Слушайте, ну вообще кайфовая игра, кайфовая. Идем сюда. Ага, здесь еще один ключ. Ну ладно, окей, пойдем искать. Враги похожи на Шагигай в Марио. Вторую звезду нашли. Механика оригинальная, это мне прям нравится. И главное, сделано хорошо. В плане физики, не как в Робокопе каком-нибудь, что он бегает и скользит, а прям все четко, аккуратно. Must have игра. Надо брать, не задумываясь. Так, ну все, отлично. Ребятки, мой рекомендус. Просто берем и проходим прямо сейчас. Если у вас еще есть дома WonderSwan с каким-нибудь флеш-картриджем, ну это просто мечта. Надо, кстати, посмотреть на Авито, почем WonderSwan стоит. Он же работает на одной батарейке. Это просто счастье какое-то. Так, ну что, давайте на этом остановимся и идем дальше. Ну а теперь пришло время нам взять в руки настоящее средневековое оружие в игре Кадаш, которая многим из вас наверняка знакома по системе Sega Mega Drive. Но я эту игру впервые увидел на системе TurboGrafx 16. И, как выяснилось, порт для TurboGrafx более полный и имеет аж 4 персонажа. Да и на Mega Drive графика какая-то блеклая и темная, а здесь все яркое, сочное и очень приятно играть. Это история о временах, когда люди и монстры жили вместе. Балрог напал на людей и похитил принцессу Сарасу. Теперь ее надо спасти. Кадаш.
Значит, здесь у нас, как я и говорил, на выбор 4 персонажа. Играть можно за бойца, мага, священника или ниндзю. Ниндзя Гайдена. Я выбираю священника, потому что очень похоже на Саймона Бельмонта. Вводим имя, Брысов. Итак, вот мы пришли к королю, и король нам накидывает проблемы свои. Говорит, блин, так и так, парень, дочь похитил какой-то зловещий волшебник, надо ее спасти, иначе всему на свете конец. Бери свой этот, что у тебя там, хлыст, и топай, дочурку мою спасай. Ну, короче, здесь можно ходить, со всеми разговаривать. Основа игры — это платформер с элементами РПГ. Нужно собирать ключи иногда, чтобы двери открывать. Убиваем врагов, прокачиваемся, повышаем уровень. Вот, первая пещера, сейчас будем проходить. Ну, здесь, конечно, по врагам есть некоторые отсылочки к аркадному оригиналу, когда враги лезут просто пачками, и ты не успеваешь вообще ничего понять. И да, они респаунятся на каждом шагу. Но с какой-то стороны это даже хорошо, потому что можно очень быстро себе, так сказать, нафармивать уровень. Ну и как видите, главная героиня у меня, монашка вот эта, здорово напоминает игру Кастельвания своей. Не то кнутом, не то цепью. Чем мне понравилась игра? Тем, что у нее достаточно бодрый экшен. Может быть, не супер гениальный, но какое-то такое свое очарование в этом экшене имеется. Еще можно сравнить игру с Легендой о Зельде 2, где Линк с видом сбоку. Вот здесь уже враги начинают лезть как в аркаде. Со всех сторон. Но мы умеем бить под углом. Извини, дорогой, извини, мы уходим. Но мне кажется, что игрушечка это будет весьма непростая в прохождении. Потому что что-то врагов дофига. И есть весьма опасные места, как, например, вот здесь. Падают камни. Но это еще, как говорится, лайтовенькая версия. Дальше там начинается жесть. Так что, если вы любите какой-нибудь хардкорчик, то добро пожаловать. Нет, говорит, не подходи ближе, там монстр впереди. О нет, черный пудинг. Иди сюда, гад. Здесь главное стоять рядышком, чтобы пузырьки перепрыгивали. Все, победили кое-как. Собираем бабло, идем дальше. Так, вот здесь нам дед говорит, что давай-ка заходи, парень, там тебя ждут новые приключения. И мы заходим в портал и телепортируемся в другой город. Здесь нам уже накидывают историю про русалочку. Короче, в основном жители, если с ними говорить, то они примерно говорят, что делать. Иди в дом к старой леди. Также можно, как в любой РПГшке, заходить во всякие магазины и покупать себе там оружие или какую-нибудь броню. Давайте переночуем, восстановим все жизни. Так, здесь мы можем купить себе более длинный хлыст. Можем поговорить с пацаном. Он нам накидывает, что здесь где-то живут русалки. И еще и живет здесь кракен. Так вот, мы заходим в дом, про который нам сказала тетка. И здесь сидит старушка, которая говорит, дорогой воин, ко мне как-то пришла маленькая девочка, я ее приютила, она выросла. Но, к сожалению, теперь ее похитил кракен. Так что давай-ка ты, парень, иди ее спаси. Вот она нам дает ключик, который поможет войти в пещеру. Давайте еще закупимся всякими зельями, чтобы лечиться, потому что мало ли что. Спускаемся во вторую пещеру, чтобы спасти похищенную девушку. Уже гоблины какие-то полезли. Иди сюда, дорогой. Но опять-таки, главное вовремя реагировать и быстро-быстро убивать их, иначе будут проблемы. О, даже ачивку получили. Ну, хотя, конечно, есть такие места, где прям кажется, что что-то прям это ребята переборщили. Но мне кажется, это как бы остатки аркадного оригинала. Пока сложно сказать, насколько игра сложна в прохождении, но мне кажется, что здесь есть все предпосылки к такой хардкорности. Весьма оригинальная ловушка с хватающими руками, но это легко еще. Все проблемы начнутся впереди. Опять какая-то нечисть с потолка падает. Так что да, мне кажется, что эта версия лучше сеговской, по крайней мере, выглядит. Да и геймплей, в принципе, неплоха. Так что если, наверное, проходить, то версию для TurboGrafx. Но она в целом более приятная. Вот она, эта девушка, и вот он наш кракен. Ух ты, нифига. Как видите, если тактику подобрать, то босс не такой уж сложный. Надеюсь, так и будет дальше. Так, собираем призы пачками. Надо девушку спустить. Ой, спасибо, парень, ты спас меня, незнакомец. А что это мать тебя позвала, моя? Ну тогда, конечно, следуй за мной, я тебе кое-что покажу. Сейчас будет сюрприз какой-то. Так, вот она идет, наша девушка. Куда ты идешь? В водичку, хоп, ныряет. И превращается, хопа, в русалочку. Легкая обнаженка. Ну что, видишь, я на самом деле русалочка, а не человек. Но я жила у этой бабулечки долгое время и поняла, что люди не так плохи, да? Спасибо, что помог, все дела. А вот тебе моя чешуйка. Мы получили чешуйку русалки. И это уже начинается элемент метроидования, получается, потому что эта чешуйка дает нам возможность перемещаться под водой, не получая урона. Ну и вот таким вот макаром, потихонечку прокачивая уровень, получая новые способности, мы продвигаемся вперед и проходим игру. Так что мне игра показалась достаточно интересной, тем более версия для TurboGrafx 16. Ну и здесь давайте, пожалуй, остановимся.
Ну вот и все, это была последняя игра в нашей сегодняшней подборке. Надеюсь, какая-нибудь из этих игр пришлась вам по вкусу. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и буду признателен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Пишите в комментариях свои необычные игры и может быть мы в будущем их протестируем. Еще увидимся.